Короче, нереально тяжелая канистра. Добрый день! Есть кто дома? Ой, кошмар какой. Валим отсюда. Ну, извини меня, Ром, но я не могу даже снимать. Что-то давно мы так никуда не пробирались, прям пешком через какой-то бурелом. Тут какие-то попиленные деревья, поваленные. Ага. Ёлки-палки. Нам написал зритель и сказал, что вот здесь по этим координатам, вот тут вот, на берегу реки, в каком-то самопроизведенном непонятном жилище живет человек. Пойдемте разведывать. Слушай, мне кажется, ли там солнечная батарея? Похоже вообще. И антенна стоит. Посмотри, тут следы. Ай. Следы свежие. Реально, смотри. Просто свежий след. Офигеть. Да. Следы собака плюс человек. Слушайте, реально солнечная батарея, забор, бочки какие-то тут на участке стоят. Ну, достаточно такой порядочек, я могу сказать. Да, вообще любопытно, честно говоря. Но, если честно, мне любопытно очень, что это такая история, что на берегу реки, рядом с ЖД-путями, в каком-то шалаше непонятном, по сути, это землянка, какой-то непонятный домик, живет человек, очевидно, живет он тут круглый год. Почему он тут живет, а не в своей квартире, там, доме каком-то, там, я не знаю, даче и так далее. И мне интересно даже визуально, как выглядит этот человек. Там велосипед стоит перевернут, вещь сушится. Наверху, обратите внимание, солнечная батарея, труба, значит, там есть печка. Тут какое-то строение, мини-сарайчик, сделано сюда, как бы калиточка. Она закрыта, да? Знаешь, чем пахнет? Чем? Блин. Хозяйством? Ну, мне показалось, какое-то животное мне. Я тебе вот реально говорю. Паук. Ты видишь, нет? Ты чувствуешь, пахнет лошадь? Паука да, я вижу. вижу. Паука я вижу. Короче, здесь пахнет, ну, живностью какой-то. То ли это кролики, то ли это какие-то, что-то такое крольчачье, короче, чувствую. Потом, обратите внимание, рюкзак детский, школьный, да? Из него торчат инструменты, смотри, снизу что-то хомуты, не понимаю. Добрый день! Есть кто дома? Там стоит холодильник, лестница к солнечной батарее идет. Ой, ой. Кошмар какой. Валим отсюда. Да я не могу, мне неспокойно, Ром. Я тебе серьезно говорю, мне вообще неспокойно. Вот ты там ходишь, что-то это, я не могу. Даже снимать не могу. Я не знаю, что, но у меня прям, я пути отхода ищу. Куда я могу запрыгнуть, я не знаю. Если он сейчас придет собака, первое, что она сделает, она бросится на нас. Да почему она бросится на нас? Ну потому что бросится, она будет защищать свою территорию. Она придет здесь нас никто понюхать. не ходит, понимаешь? Здесь такое место, где никто не ходит. Ну мы же на территории. Мы на ее зашли. территории. Это вот здесь это уже ее территория. Не знаю, у меня прям вообще, прям вообще внутри все. Я не могу даже снимать. Ну, извини меня, Ром, но я не могу ничего с внутренним вот этим страхом против собак поделать. Ну, ничего не могу. А они еще, собаки чувствуют, когда их боишься. Короче, у нас тут поднялся еще ветер. Мы же спустились к реке, здесь ветрений. Осмотреться, понять. И мы сейчас понимаем, что есть вероятность, что мы туда уже... Ну, короче, что мы вообще-то не снеем, да? Есть такая вероятность? Потому что что, холодно, ветер. И там вот такие собачьи следы. Там еще собака. Но если вы сейчас вот это все здесь видите, то логично, да, что эта история все-таки будет иметь продолжение. И я думаю, сейчас самое время напомнить вам, что спонсором нашего канала является Авито. И по сути, вот так глобально если, то это в том числе их заслуга, что мы сейчас здесь, на берегу реки, находимся в таком мини-приключении и испытываем вот такие вот эмоции. А если серьезно, то это здорово, когда тебя выручает сервис, которым и мы, и вы продолжаем пользоваться, и через который и вы, и мы находим классные вещи для дома и отдыха. Так же, знаете, как делали это 5-10 лет назад. И тем более сейчас на Авито появилось очень много новых возможностей. Допустим, знаете, когда мы
вот в таких небольших городах находимся, где прям проблемы с ночлегом, то через Авито удобно и быстро можно найти радушных хозяев. И в недавних роликах я вам говорил, что Авито уже на рынке 15 лет. На самом деле у них юбилей будет в октябре. И я так задумался. Я пользуюсь этим сервисом примерно года так с 14-го. И вот любопытно, напишите в комментариях, как долго вы пользуетесь этим сервисом. Может быть, среди вас будут те, кто, ну, прям с момента основания им пользуется. Что касается этой истории, то, в общем, если вы сейчас это видите, да, понятно, что это все случится, что что-то там произойдет, мы найдем. Вот там вот в этой вот землянке человека, дождемся его или приедем сюда еще раз, да, ну что-то, короче, переборем свой страх собак, значит, вы это увидите. Вот это или Рома один это снимет, тоже может быть. Да, вот так может быть. Или кого-нибудь отправим. Кстати, вот, я думаю, здесь очень важно сказать. Если вы, зрители, не боитесь собак, не боитесь вообще никаких опасностей и хотите ездить на разведке, что-то снимать, пожалуйста, всегда мы не против. Я вообще за. У нас много, список уже есть опасных мест, куда мы сами боимся. Пожалуйста. Если что-то получится, сюжет супер. Но я сомневаюсь, что там что-то... Ну, ладно, короче, пойдем. Посмотрим. И если что, пойдем в машину. Еще, конечно, прикольно. Сделаны ступеньки. Вообще удивительно, да? Давайте, значит, так. Белье там сушится. Как бы жизнь тут есть. Но очевидно, что человека нет. Потому что... Не знаю, как это там работает, этот механизм. Еще банка все время скрежет издает. Стрёмно как-то. Есть кто дома? Ёпочка, ломана. Нахрен. Здрасте. Да мы собак испугались. Блин, мы испугались собак. Фу, это стрёмные собаки. А можете собак взять, пожалуйста? Извините. Вы только... Не, вы не выпускайте их, пожалуйста. Фу, здрасте. Они не выбегут? Выбегут. Ничего нам собаки ничего не сделают? А? Собаки нас не тронут? Не тронут, а что вы хотели? Да мы хотели помочь, может, как-то. Мы узнали, что живет человек, трудные условия. Нет, вы что тут фотографировать? Узнали, что здесь живет человек, нам написали. Это, видимо, вы. Вот, мы приехали посмотреть ситуацию. И все, собственно говоря. Зайди в дом, посмотри, если что хочешь там узнать. Да, а можно собак немножечко как-то? Да собаки, я сам как собака. Если хотите, зайдите, посмотрите. Кролики есть, кроликов можете посмотреть. А собаки нас не тронут? Мы просто боимся Я их собак. сейчас привезу. Да, привяжете, ладно, и тогда мы... Все, я думал, вы что привезу. Он сказал, я сам как собака. Слышишь? Я тебя предупреждал. Человек здесь живет и как-то цепляется за жизнь и живет вот так вот. Удивительно. Вот, смотри, кроликов. Кролики. Кролики, да? И зайди туда, увидишь. Вот. А у вас здесь Прям много. Мне не жалко. А вы их разводите на продажу или кушаете? или Нет, как? какая продажа? А кто будет продавать? Кому продавать? Ну, да, я Скажи. просто удивился. Нет, это для себя чисто. Тинькофф Инвестиции запускает турнир для клиентов, любящих соревнования. В нем каждый участник может прокачать навыки инвестора, инвестируя на бирже и получая за это крутые призы. Чтобы участвовать в турнире, достаточно иметь брокерский счет, профиль в Пульсе, это такая социальная сеть для инвесторов, и общий объем активов на сумму не менее 10 тысяч рублей или равной сумме в другой валюте. Принимайте участие в турнирах, показываете лучшие результаты по доходности, поднимаетесь в высшую лигу и выигрываете призовые акции. Чем выше лига, тем больше стоимость призовой акции. А еще Тинькофф Инвестиции – это удобное мобильное приложение, все понятно даже новичку. Пополнить счет можно с карт любых банков. Ввод и вывод денег со счета на карту происходит мгновенно и без комиссий, даже в валюте. И можно открыть ИИС и ежегодно получать налоговый вычет до 52 тысяч рублей. А также новички смогут пройти бесплатный курс по инвестициям и ознакомиться с ежедневными рекомендациями аналитиков. Переходите по ссылке в описании, соревнуйтесь с другими участниками
и выигрываете призы. Так, собаки привязаны. Ну, прям реально охранники. Просто он сказал заходить. Заходим. Заходим, офигеть, мы зашли в дом. Слушай, как интересно, а. А здесь я сплю. А давайте, может, немножко поближе познакомимся. Вас как зовут, ваше имя? Александр. Меня Дима. Очень приятно. Меня Рома. А вы здесь сколько уже живете? Вот здесь? Здесь уже с 10-го года. С 10-го года? Да, я в Москве живу. 12 лет. Я там бомжевал уже в Москве. А как вы это место нашли вообще? Я тебе объясняю, там душно было, я приехал купаться. Тут колодец рядом, можешь воды напиться, и напился тут до конца уже. Но вот это строение, оно было здесь? Кто? Вот этот домик, в котором мы сейчас находимся? Нет, это я все сам выкапывал. Здесь вот так вот бетон, буквой «П». А вы сами откуда? Родом? Да. С Алтая. Вы с Алтая приехали в Москву в свое Я в время. Москву работал, да. А жили где в Москве? Снимали? Общагу давали. А кем вы работы работали? полно были. Кем вы работали? Я? О, у меня профессий много. Ну, сейчас, в последнее время моя любимая, это только фрезеровщик, водитель, тракторист. А вот это все вы как-то нашли, да, получается? Просто я вижу всего куча. И все использовано? Да, то есть там мясорубки, я не знаю, чайник. Это все с помойки, да. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Ну да, Федерации. я тоже все с помойки нашел. А еще я обратил внимание, что вот здесь картина. Это откуда картина у вас? Тоже нашли где-то? Ну, конечно. Но она аккуратно была завернута в это, бумагу, тут все. А что такое? А, это портативный такой. Телевизор, потом этот такой. Да, SD-диск, это раньше такие были, сюда вставляешь. Я Как вообще- DVD Я портативный. понял, я просто такой не видел. Да, Прикольно. это- Больше всего нас поразило, что этот человек, не имея никаких денег и стройматериалов, смог сам, своими руками превратить недостроенный фундамент в жилище, которое пригодно для жизни. И еще, заметьте, он не ждет гостей, но при этом внутри дома у него очень чисто и аккуратно. И абсолютно все вещи, которые у него есть, он нашел на помойках. Еду я беру просрочку. Хлеб, картошку. Картошку вон в холодильнике там. Вы ездите Да. в Москву туда за едой, за просроченной едой. Да. И мне нравится, что у вас есть зеркало в полный рост. Так как без зеркала? Ты зато смотришь, какой у тебя физиономия, допустим, какая у тебя сила, какой ты пузатый там. А почему стали бомжевать в какой-то момент, вы сказали? Стали бомжевать? Документы-то я потерял. Ага. Документы Потеряли потерял, документы? да. У меня не стало ни работы, ни это. А вы пили, выпивали как? Я? Да. А что тут у меня? Тут водка стоит? Нет, что ли, или тогда. рюмки? Тогда. Тогда? Когда бомжевали. А хоть ты тогда, хоть сейчас я все равно не пью. Ну, я выпиваю, ну, скажем, раз в месяц там. А чтобы ходить, дай мне там, или работать из-за того, чтобы выпить, это не мое. Короче, вот эта штука. Прикольно. Да, реально прикольно. Короче, покажу вам сейчас. Вот это вот специально приделана здесь старая видеокамера. Ну, типа как бы обман, что якобы здесь есть видеонаблюдение. Есть еще один момент. Фотоаппарат. Просто тоже приделан фотоаппарат. На гвоздике вот все тут. Ну, типа тоже видеонаблюдение, как бы все. Объект охраняется. О! Не надо, не надо. Иди домой, иди, ой, иди место, иди. Я не видел, кстати говоря. Испугался. Очень. Это мопед, да? Ну да, сам собрал. Если вы разбираетесь в металле, вон, видите, сварка своя. Все. Двигатель я купил. Угу. Новый с магазина. Это летом ездил, а то и дрова, знаете, тяжело. Вначале велосипеды были, велосипедов куча было. О, кровь выбежал. Извините, я тебя догоню его. Кролик выбежал? О, Александр поймал кролика. Все, раз. А вот тут у вас, значит, этот рюкзак с инструментами. Ну, допустим, без сверла никак нельзя. Хоть без такого длинного, хоть без длинного. Выкинуть никогда не поздно, она не ржавеет, понимаешь? Все новые, все на помойке с Москвы выкидывают из дома. Да, понятно. Там много выкидывают вещей, новых много вещей. А что вы самое выкидывают. такое необычное находили? У меня как-то раз получилось, что я иду, мужик пакет поставил.
Я пакет открываю, а там и старый, и колбаса, и сливочное масло. Ну все, полный пакет. Я даже по помойкам не стал лазить. Ага. Взял пакет, радость, тут перекрестился и пошел домой. А самое дорогое, хорошо, самое Самое дорогое. дорогое. Ну, это у меня есть. Вот он Это косил. я уже сам сделал. Я двигатель там нашел, а это я металл пилил. Это такая болгарка у вас? Болгарка, это не газонокосилка. Вот и двигатель самый это. В общем, вы нашли двигатель и сделали из него ручную такую Да, мощную да, да, болгарку. да. Вот то, что там придумал, а делай все. А это вот это все. Это глушитель, чтоб не орало. А с глазом что у вас? В Баварии побывал. Он не видит у вас? Да, она до сих пор там осколок за глазом. И поэтому глаз стал сохнуть. У меня есть протез. Когда еду в Москву, я протез вставляю. А хоть протезом, а то людей пугать. Самому не нравится. А ухо, с 18 лет я так и хожу. У меня оно не слышит вообще. Я из этого в армии не был. Сейчас Александр нам показывает, как он берет удобрение у кроликов и подсыпает это под деревца, который он сам посадил. Это вы сами посадили, да, тоже? Она у меня росла вон там. Ага. А я забор поставил, И пересадили сюда. пересадил. Да. А что это такое? Это яблоня. Яблонька, да? Да. Вы счастливы? Я считаю, счастье это когда здоровье есть. Вот сейчас у меня здоровье есть. Я не обращаюсь, что я глухой, что я слепой. Вот сейчас я чувствую себя здоровым. Я счастлив, да. От того, что у меня здоровье пока есть. Какая-то мечта у вас есть, самая глубокая, сокровенная? Не жить в этой землянке, чтобы, как все нормальные люди, ездить на машине. Ходить в театр, в бассейне купаться зимой. Заниматься с людьми там где-нибудь там, футбол погонять там. Что это, разве плохо? Чем сидеть с алкашами, это неинтересно. А привыкли к тому, что поезд время от времени ездит? Это сейчас вот слышно, да? Вот сейчас слышно. Да. А когда зима, там это мороз, грузовой состав проезжает, я не слышу его. А у вас какие-то родственники есть? Нету, Вообще никого? нету. Мне даже там на Алтае не осталось никого. Кому нужен бомж без документов, без денег, без ничего, 5-10, правильно? Чтобы работать, деньги были, надо документы, все. То есть у вас, нет документов? Я 10 лет здесь живу, да, без документов. Я обращался, платил оплату, штрафы вот эти все, утери, Да. это, документов. И стали гонять по кабинетам. Но мне уже надоело это, я уже плюнул, думаю, я так сам себя прокормлю. Паспорт у вас нет сейчас до сих пор? Нету до сих пор. Я бы сейчас работал бы. Ну что бы я здесь делал бы? Вот скажите. Если мы вам с документами поможем, это вам будет в Я помощь? работать пойду, конечно, ничего себе. А что я тут делать буду? Я работать Ну, пойду. это хорошая идея, на самом деле. Да, мы можем это сделать. Мы можем попробовать Нет это проблем. сделать. Да. Один раз у нас Да, опыт такой да. был, и получилось. Вот мы тут с Димой задумались, если реально получится восстановить Александру документы, то пойдет он устраиваться на работу. Вот мы стали даже ради любопытства объявление смотреть. Сейчас покажу. Вот вакансий масса. Вот, например, объявление. Написано, что полный соцпакет предоставляет. Тут есть значок, что компания проверена, значит, не однодневка и трудовой кодекс не нарушает, не банкрот.
И это же такой вопрос, на самом деле, любопытный. Не является ли вот то, что у него нет документов, специально таким стоп-фактором для него, чтобы не идти специально и не работать? Такие, ну вот разное бывает, да? И это любопытно. Если документы будут, Александр пойдет ли работать? А вот солнечная батарея, к ней идет лестница. А почему лестница? Вы ее как-то подключаете, настраиваете или как? Когда солнце светит или зимой я чистю. Зимой Снегом чистите. заляпает, да. Чистю, чтобы какое-то напряжение было. Ее сделали, Да. подключили ее, разобрались в ней, как она работает. Она несложная, да? А что, ну я сам-то электрик, у меня Да. специальность электрика есть. Это знаешь, откуда? Пешеходный переход. Стоп, вы сняли с пешеходного перехода? Ну, опять-то начинаю преступность тянуть. Где металл дают, ну, на 108 рублей я вот это я тут, помню, забрал. Вот эта солнечная батарея, одна небольшая, она даже зимой позволяет вам накапливать энергию, чтобы вечером включался свет. Ну да, запросто. Фу! Ну, опять же. Чуть-чуть я туда подвинулся, все сразу, наверное. А там у вас душ. Да. Зимой я сюда наливаю, ну и купаюсь, что она туда переходит вода. Это вы теплую воду сюда заливаете. Естественно, она Тут все, наливаю, она и... тут все прям хорошо хомутиками сделано. Шланг, по нему вода, оп, и ты в душе. И все, можно принять душ. А это я сливаю, когда помылся, сливаю, чтобы не замерзла система. Угу. Она сливается. Прикольно. Интересно, конечно. Иди, заходи, заходи. Она не откроет? Нет, нет. теперь не откроет. Фух, вот теперь я спокоен. Да, теперь То это есть вторая только не... Вторая подобрее, да, немножко? вторая. Там молодая собака, ее не бойтесь. Она молоденькая, она вас боится. Да, вот это я не боюсь. Да. Вот, тележка, мотоблок. Ну, да, двигатель я снял туда, поставил, потому что я вам сказал, что уже... Могут порядки украсть. наводят. Да, Да. могут и украсть, не то слово. Перевозка людей запрещена. Ну да. А я тут недавно катался на тележке на такой. Серьезно. Раму вот сам варил. Видишь, все. Вижу, да. Я хочу сюда поставить еще переднее колесо есть, колесо, чтобы зимой было ездить. Ага. Вот здесь второе колесо поставить, по два колеса. Круто. Скажите, а вот это что такое? Вот, раз. раз. Тут прям провода к металлу, да? Всё, да. Приделали. Понятно. Я заглохнет. Прикольно. Зачем мне придумывать вот эти кнопки, когда это легко и просто? Да, согласен. Согласен. Круто. Просто некрасиво. Мне зачем красота? У вас есть коньки? У вас есть шлем? Признавайтесь, на коньках катаетесь? Это, ну да, а здесь замерзает же это. Серьезно? Ну да. В удовольствие имеется в виду, да? Ну как удовольствие, я не как Путин там хоккей гоняю. Ну, надо человеку во всем испытать. Мне интересно просто. Здорово. Да, А шлем тоже одеваете? обязательно. В шлеме, да? Я поддерживаю. Все, теперь я покорен вообще полностью. Ну вот эта тележка, которую сам собрал. Вот это вот телега. Мне нравится, что тут сварено. Рамочки от велосипеда. Сварено все. Это попилил, так, подумал, сострогал. Не то здесь бэушного, смотри. Короче говоря, вы сами взяли, придумали и сделали вот такую вот конструкцию. Ну да. Сюда прикрепили. Причем мне нравится, что телега сюда прям встала идеально в размер. Ну, конечно. Вот, Дим, реально, тележка, которую Александр собрал сам из супермаркетовской тележки. Вот. У вас уже много своих изобретений таких. Нет, классно же. О, ничего себе, Дим, смотри, что нашел. Как вот я не ожидал тут найти. Это собака, я игрался Ага. с тем кобелем. Кидаешь, они это, вместо палки бегают. Здорово.
ваша мечта – это подняться и просто, Уровень жизни. и просто нормальная человеческая жизнь. Да. А кому она нужна, вот это вот барахло, вот это вот все? Это не жизнь. Мне самому страшно смотреть. А как страшно не смотреть? Как мне жить? Я же говорю, и бомжовал, и палатки. Мне это хуже. Вот так лучше, чем где-то бомжовать, в палатках жить. Вот так лучше всего. Даже если это какой-нибудь дурак придет, сожгет вот это, я все равно здесь и буду жить. Я никуда не уйду. Были бы сейчас у меня друзья, Да. или там жена, или подруги, я бы сейчас с вами не общался. Я бы вас там бы еще и проводил бы. Но мне не дают быть одиноким, потому что я еду в электричке уже, ты уже не одинокий. Идешь в поселок, вот зимой делать нечего, пойду в поселок, там поздороваюсь, от скуки просто. Идешь туда общаться с людьми. Это у вас последний бензин? Да, еще посиди. Вы бензин для чего используете? Для мотоблока? Бензопила. Бензопилы, только бензопилы. А я летом вот этот самосвал, Да. литр мне хватает, короче, на месяц где-то поездить. Ну, что я там раза 2-3 поеду, делать нечего. А мне только тут дрова. И всё. И культиватор, огород пахать. А Тоже что- литра 3 хватит. А что сажаете на огороде? Я в основном перец люблю. Я раньше сказал, что сейчас перец. Он дорогой в магазине, а мне не по деньгам. Поэтому... Так, ну что, канистру берем? Часа полтора где-то нас не будет. Но мы боимся собаку, когда мы вернемся. Зачем ее бояться? Она загавкает, и все. Да, я имею в виду, Я что... ее отвязывать не буду. Да, вы, пожалуйста, ее Она будет. Да, привяжите. Все, хорошо. А так все боятся ее. Вообще, ну вот эта история, которую мы сейчас все наблюдаем, это история сотен тысяч, таких столько много. Каждая наша с вами жизнь – это отдельная судьба. Это маленькая песчиночка, малюсенькая такая. И у каждой она особенно индивидуальная. И вот здесь мы сейчас видим пример человека, который, ну, у которого, давайте будем прямо, да, говорить, у него не сложилось. Не сложилось. Что круто здесь? Что он руки-то не опустил, он не спился, он не замерз где-то в подъезде, он отстроил себе землянку рядом с ЖД путями, содержит кроликов и как-то что-то там живет чем-то, да? И мы стали свидетелем, вот мы раз, сейчас к нему в жизнь вошли, в его путь. И, возможно, его путь, ну, это же бывает часто в канале, его путь жизни шел так, а сейчас, может быть, он повернет и изменится. Посмотрим, понаблюдаем. Вместе с вами вам все покажем, как есть. Что это за человек, мы пока не знаем до конца, но то, что он рукастый, это уже круто, это обнадеживает. Ладно, погнали за бензином. Короче, мы выехали, стоим тут на переезде уже минут 40, наверное. И прямо вот перед нами закрылся шлагбаум. Но мы не нарушили. Стоим, ждем. 40. Сколько? Ну ладно, я обманул. Сколько? Ну 20, да? Да 10. Да не 10. Оп. Проехали. Короче, зашли в магазин продуктов, уже взяли апельсины. Давай еще виноград возьмем. Ну, так, знаете, мы стали думать, типа, какие есть продукты, которых нет, допустим, но обычно не бывает, да, вот этих просроченных. Так, Молочку, он говорил, любит. Да, молочку он любит. Молоко, ряженку, сметану.
Что, погнали? Слушай, ну прям на самом деле мы ее так, под основание прям. Слушай, до последней капельки хочу, прям вообще. Короче, нереально тяжелая канистра. У меня поясница болит нереально. Я тащу эту канистру 20 кг по какому-то бурелому. Давай мы палку проденем И чё? и потащим вдвоем вон там. Какой там проем? Такой вот проем тут. Лайфхак от Димы. Попробовать можно. Тебе легко? Ну, не очень. Супер лайфхак. Мы тащим канистру с палкой. Да, молодец, придумал тему. Мне почему-то кажется, что вот этому Александру, ну, ввиду какой-то его жизни там, да, просто так в жизни особо ничего не перепадало. Чтобы кто-то ему вдруг что-то вот подарил, принес, купил, да? А вот и он. Вот он, я же мало не придете, потому что, блин, мало ли ты тут фонарей ходишь. Да не, Да не, мы уже сказали, что придем. канистра полная. Саш, откровенно сказать, продукты мы купили. Мы постарались взять те продукты, которые, вероятно, не выкидываются как просроченные. Виноград, апельсины, яйца, крупы взяли. Мне кажется, что крупы тоже, наверное, не выкидывают так в просрочку. Ну, может, я ошибаюсь. Сейчас уже раньше выкидывали. Вот. Это вам. Короче говоря, мы с вами встретились, познакомились. Но мы надеемся, что у нас получилось немножко вам поднять настроение, подсобить. Хорошо получилось. Я не знаю, что у вас за профессия такая. Хорошо получилось. Я сам не знаю, что у нас за профессия. Все? Все. Пусть у вас все будет хорошо. Еще встретимся и увидимся. Давай. Вот такая вот история, которую мы сами увидели. Это история про судьбу человека. Вот такую вот судьбу человека. Живет себе, сам все построил, сам все сделал. Одиночка, никто не помогает. Вот такой вот ролик. Всем спасибо за просмотр. Всем пока! Собака. Как ее задобрить? Купите ей покушать что-нибудь? Косточки привожу, шкуры привожу. И свиные, индюшачьи есть куры. Косточки, шкуры, свиные, индюшачьи. Да Все. все собаки я ему привожу. Все собачье, Дим, запоминаем.